Как проверить якорь электроинструмента? Вот у меня на примере дрель моя, стала она искрить. Вот вытащил я с нее якорь, значит тут еще часть редуктора. Вот я его закрепил на столе. Ну, вроде вот так вот сначала надо визуально посмотреть на якорь. Может, какая-то поломка, может быть, трещины. Но видно, что немножко подкопченый какой-то. Наверное, из-за этого и началось. И вот мне надо почистить вот этот вот коллектор. Ламели коллектора. Можно наждачкой, конечно. Но видимых таких вот загрязнений нету. Можно наждачкой, там, 1000-я, там, 1500-я. Но видимых загрязнений нет, боюсь как бы нарушить геометрию. И вот взял я простую резиночку. Можно даже деревяшечку взять, там, резиночку. Что-нибудь мягкое, чтобы было мягче вот этой вот меди. Ну вот, в этом случае вот резинка у меня обычная. Нет у меня стирательной, допустим. Ну вот, простую вырезал. Вот кусочек. Вот, прислоняю к нашему коллектору и начинаю его вращать. И вы сейчас посмотрите, она начнет очищаться медь. Конечно, можно электроинструмент подключить. Сюда какую-нибудь там дрель, но мне вполне устраивает и так. Сейчас прокручу немножко, давлю. Наждачкой боюсь геометрию попортить. То есть коллектора. Все равно какая-то выработка будет. Сильных загрязнений нет. Конечно, если очень сильные загрязнения, то можно и наждачкой. Можно даже кусочек взять какой-нибудь, ну не тряпочки, а войлока. Можно войлок взять, полирнуть. Ну вот, полирую, в общем. То есть и по кругу, и так. Но если вы, допустим, взяли наждачку, если уже, то все равно надо это дело заполировать, чтобы бороздок не было. То есть либо войлоком, либо, допустим, резинкой все равно полировать это дело надо после наждачки. Ну, это как бы просто совет вам. Ну вот, в принципе, вполне достойно. Да все, уже можно проверять. Вот видно, тут, наверное, поджог даже был. Вот. И визуально даже видно. Ну ладно. Убираем в сторону нашу резинку. Берем мультиметр. Включаем мы его. Сейчас будем мерить сопротивление. Включаем его на 200 Ом. Сопротивление ламелей должно быть примерно одинаковое. Ну, то есть зазор есть. Плюс-минус 5%. Берем фломастер. Отмечаем мы, откуда начнем прозванивать. То есть вот она, рисочка есть. На ламелях не стал рисовать. И по кругу пройдем попарно. То есть одну, вторую пару. То есть вот по 2 штуки. 1, 2, 3. И вот так вот пошли по кругу. И вот сопротивление должно, как я уже говорил, быть примерно одинаковое. Плюс-минус 5%. Так, в общем. И начинаем. Так, значит, вот одна пара. 2 и 2. 2 и 1. Так, следующее. 2 и 3. 2 и 3. То есть пока все в порядке идет. 2. А вот уже 1. 2 и 2. Вот смотрите. А вот здесь 1. Если сопротивление, то есть мы вот здесь вот пометочку сделаем сейчас фломастером. Маленькую пометочку сделали. То есть если сопротивление 1 Ом или меньше, это говорит о коротко замкнутых витках. То есть мы сейчас мерили на пробой, то есть ламели, а это коротко замкнутые витки. То есть где-то между собой витки замыкают. Вот я пометочку сделал маленькую. Большая у нас пометочка, это мы по кругу идем. Уже, в принципе, якорь можно под замену. Даже можно дальше не звонить.
То есть вот, давайте еще раз посмотрим. Смотрим. Ну вот, 1 или меньше. Дальше идем. 1. Вот, опять 2,4. Ну, 2,5. Вот. Видите, одинаковые. 2,3. Вот оно. И идем. Просто, может быть, еще что-нибудь найдем сейчас, пока по кругу пройдем. Ну вот, пока все в порядке идет, видите? Вот она. Вот. То есть смотрим вот здесь сейчас. Так, вот 2,3 норма, да, примерно. А вот здесь уже показывает 21. То есть здесь говорит о пробое. Вот он, пробой. Сейчас мы фломастером отметим. Здесь у нас пробой. Там коротко замкнуты витки, а тут пробой ламели между собой. То есть вот. Тоже точечку поставим. То есть якорь уже 100% можно менять. Давайте еще разок. Вот, 2, 4 там, неважно. Вот, 21,3. Все. Дальше идем. Норма. И вот уже к концу подбираемся. Норма здесь. Норма. И вот с этого мы начинали. Тут норма. Вот, значит, вот у нас два места. Вот одно. Тут коротко замкнутые витки. То есть, а здесь у нас пробой ламелей. Ну вот. Якорь под замену 100%. Вот. А, давайте еще вот что забыл. Под замену-то под замену. Но надо же еще, если вы вот проверяете якорь, вот еще можно проверить. То есть берем ламельку одну. И так, ставим сопротивление мы на 2000 килоом. И сейчас попробуем пробой на корпус. Может, еще и на корпус пробивает. То есть глядим. Нет, пробоя вот на корпус. На сердечник нету. То есть это сердечник. Вот он у нас сердечник, это коллектор. Это вот весь якорь. Это вот ламели. То есть пробоя нет. Ну, это можно по одной ламели, они все между собой взаимосвязаны. То есть на сердечник нет пробоя. И еще давайте на вал посмотрим, где у нас наш вал. Вот он, наш подшипник. Вот он, наш вал. И смотрим и на одну из ламелек. То есть на вал тоже не пробивает. То есть на вал смотрим ламелю. То есть вот. На вал не пробивает, на сердечник не пробивает. То есть у нас вот причина. Коротко замкнутые витки и пробой ламелей. Вот, спасибо за внимание.